день. Раз, два, три. Меня зовут Дима. Сегодня суббота, 6 апреля 2024 года. Видео посвящаю родителям, маме и папе. Да. Хотел бы рассказать не только родителям, да, в целом, вкратце уложиться в 15 минут свою историю, свое видение отношений мужчины и женщины. И что я об этом в целом думаю со своей колокольни, как мужчины, которому 35 лет. Звать меня Дима, я уже сказал, да? Да, звать меня Дима. И я нахожусь сейчас в городе Варшава, Польша. Но родился я в Беларуси, в городе Витебск. Это на севере Беларуси. Ой, с чего бы начать? В целом хотел бы так как-то искренне что-то так спонтанно сказать, но не знаю, получится ли. Чувствуется такой мандраж, чувствуется, что это официально камера все записывает. Надо быть естественным и на полете. Ну, попробую. В целом так вот душа у меня лежит высказаться, так записать, потому что я не знаю, мне тяжело. Я наибольшее получаю удовольствие, когда я сам с собой, наедине с собой. Либо же, когда я с кем-то говорю, но кто-то просто меня слушает и особо много со мной не спорит и так далее. Мне тогда легче, я могу донести суть всем своим языком тела и жестами и так далее, все, что хочу сказать. Мне так комфортно. Потому попробую в виде записи сказать. Значит, мне 35 лет, да, и то, к чему я пришел, то для меня огромное открытие. То есть я никогда не думал, я вспоминаю себя в 15-16 лет, когда я учился в школе, если бы тогда я сам вот к себе пришел из будущего, из будущего прилетел сам к себе, 15-летнему, и сказал, что такая ситуация будет у меня складываться в отношениях с женщинами, я бы, наверное, не поверил. Я бы просто сказал: ты что это вообще такое говоришь, как это возможно? Да, и я прекрасно понимаю, я все параллели провожу с детства. Как было в детстве? Так, 3 минуты, да, запись идет. Как было в детстве? Я вообще не помню подобных проблем, каких-то там соображений на эту тему, да, то есть социальная моя жизнь была перенасыщена. Я ходил в школу, и мне школы вот так вот хватало. Там было... Я даже не помню такого ощущения, когда мне было там одиноко или еще что-то. Вот. А возвращался домой, и дома были родители. И вот эта вот потребность в любви, она у меня была закрыта априори и с самого начала. То есть, соответственно, поскольку эта потребность была закрыта, я мог спокойно заниматься своими делами, развиваться, быть собой полностью на 100% с отдачей, учась в школе. То есть, по сути, школа, все это была моя жизнь. То есть я был собой и на 100%. Ничто меня не отвлекало. Я был 100% трудоспособен и боеготовен. Вот так это было, когда я учился в школе, вплоть до того, когда я закончил школу. Но в 18 лет я закончил школу и переехал жить самостоятельно один. То есть, соответственно, полностью все изменилось, да, то есть предыдущая схема, она уже перестала работать. И для меня вот это только сейчас я начал ощущать на своей шкуре, что эта система уже не работает. То есть потребность любви, когда тебя кто-то любит безусловно, за то, кто ты есть, просто за то, что ты есть и кем ты есть, а не за то, как ты сделал или насколько хорошо ты что-то там сделал. И вот зато вот это вот ощущение любви, что тебя любят безусловно, оно у меня исчезло
грубо говоря, вот как только я переехал жить самостоятельно в Польшу, все, это пропало. Но я ощущать это стал где-то после, 5 лет жизни самостоятельно. То есть я не сразу стал это ощущать. Только со временем я стал ощущать, что мне как-то вот одиноко. Что как-то вот... Так, 5 минут. Что как-то что-то не хватает. Вот. Ну и что я дальше думаю? Ну и вот и к чему мы приплыли, да? То есть, как бы, соответственно, то, что мужчина самостоятельный, там, условно 25 лет, хочет построить отношения с женщиной, это не какие-то там стереотипные какие-то явления, что там мужчина, понятно, что мужчина, значит, ему это надо. Это как бы, я не знаю, это как бы естественная природная потребность любого человека, не только мужчины там или женщины, да, то есть как бы, то есть я просто представляю, возможно, если бы в школе не было у меня вот этой вот безусловной любви от родителей, возможно, я бы не был так успешен в школе и не был бы так жизнерадостен и полон сил, а таким я действительно был. Я помню здесь, как себя чувствовал в школе. Ну, поэтому это логично и естественно, что когда я покинул родной дом и ушел, оторвался от родителей, то это логично, что со временем я бы хотел сейчас как-то заменить то ощущение любви, которое я получал от родителей, с кем-то другим. И это логично, что с кем другим? Ну, все, родители отыграли свою роль. Они тебе и так много чего дали и подарили. Теперь эту любовь надо получать от кого-то другого. Поэтому я и действительно хотел бы иметь этого кого-то другого, кто бы давал мне это что-то. Чтобы я себя чувствовал, чтобы эта потребность была закрыта. Вот, но тут-то и дилемма, да, то есть как бы... То есть мне сейчас 35 лет. И за столько время, с 18 до 35, это сколько у нас получается? 15 лет, 17 лет я никого не нашел. Да? То есть как бы я не нашел такого человека, находясь рядом с которым я бы чувствовал ту безусловную любовь, на подсознании как-то так, нутром своим бы чувствовал, что вот это то, что я, похоже, получал дома, когда был подростком. Я не встречал такого. Это не значит, что мне никто никогда не нравился, или мне никто никогда не проявлял симпатию со стороны женщин сами, да? Конечно же, это было. Но я, как говорю, но я по итогу-то не получал того, что получал дома, в Беларуси, будучи подростком. Соответственно, это все идет в топку, это никуда не годится. То есть, поэтому я выбираю жизнь одному, потому что это как бы меньшее зло. Это меньшее зло. Зачем мне жить с человеком, который не вызывает у меня того чего-то? Смысла-то нету. Вот я и живу один. Естественно, у меня есть чем заняться, у меня есть хобби, у меня есть интересы. Я знаю, как себя развлечь и что в этой жизни делать. Но я как бы смотрю на обстоятельства, на реальность, я не вижу белого света в конце туннеля. И вот у меня, вот, я говорю, такой вот случай, вот он у меня в голове, и вот хочу поделиться им, и просто вот мне интересно, вот не только что родители скажут, подумают, что другие подумают. Я говорю, я сам в шоке, что такого рода ситуации со мной вообще случились, и как бы это просто, значит, где-то месяц назад в офисе, в котором я работаю, там молодая девушка работает, лет 25, вот, я просто уму непостижимо, что что-то такое имело место. То есть я с ней разговаривал, вот я сидел вот просто рядом с ней, вот так вот на расстоянии там условно вытянутой руки, она от меня, и там в течение условно часа, плюс-минус, вот так вот разговаривал, близко так вот, как близко, просто разговаривал, общался. И я смотрел на нее, и я понимал, и она понимала, что мы одни находимся, по сути, мы
друг другу по всем фронтам внешне, как минимум, подходим. Это раз что внешне, потому что мы оба относительно молодо выглядим, и практически мы там одни. То есть таких людей, вот таких вот примерно вот условно пар, да, скажем, парень, девушка, там условно молодо выглядящихся и одиноких, там практически нету. То есть мы там, по сути, как одни на необитаемом острове. И я сам как-то вот, у меня какой-то конфуз, да, у меня в голове какой-то диссонанс. То есть, с одной стороны, я понимаю, как бы вроде я одинокий мужчина, передо мной сидит примерно моих лет, по внешности мне подходит по всем фронтам, ну, как минимум, она не толстая женщина, сидит передо мной. Молодая, свободная, так же, как и я. Все указывает на то, что нам все сулит, чтобы мы попытались как-то общаться и дружить, и вот, да. Но я вот вам говорю искренне, не хочу никого обидеть, бронь Боже, эту женщину, девушку. Но я сидел с ней, молодой мужчина, в расцвете сил, да, мне хочется женщин, как мужчине. Я гетеросексуальный мужчина, и мне хочется женщину. Я сижу возле одинокой женщины, которая обычная девушка, ну, выглядящая, ну, обычной привлекательности. Не какая-то сверхкрасавица, но обычная среднестатистическая девушка из Беларуси. Так вот, я вам скажу, я вот сколько с ней сидел, мы даже несколько раз, не раз я так с ней общался, но я вот просто я внимательно анализировал, как я себя чувствовал, общаясь с ней. Это ужасно. Мне самому мне это не то, что мне неприятно это даже немножко говорить, но с другой стороны это настолько необычно, я хочу этим поделиться. Эта женщина, девушка, сколько я с ней не общался, сколько я не смотрел на нее вот так вблизи, вот так на расстоянии руки, она не вызывала у меня за все время нашего общения ни малейшего интереса как женщина. То есть я вроде понимаю головой, что передо мной сидит человек противоположного пола, и вроде что-то так внутри меня, головой я понимаю, так надо тянуться, но потом я прислушиваюсь к своим каким-то инстинктам, ну, назовем это, к своему животному началу. И я понимаю, что вообще меня не тянет к ней. То есть я не имею ни малейшего желания находиться близко, там, прикоснуться к этому человеку, там, дотронуться. Абсолютно ни малейшего желания, подчеркиваю, ни малейшего. Хотя мне женщину хочется, я мужчина в расцвете сил. И никого там больше нет, по сути, выбора-то женщин нету особо. Ладно, там, если бы сидело еще человек 10 таких вот, так я еще мог бы там крутить носом. Так людей-то нету. Мы одни там сидим в этом большом офисе. И я не знаю, если сейчас женщина смотрит это видео, я, наверное, рискую, она может посмотреть это и обидеться. Но ей-богу, я не желаю зла никому. Я тоже, наверное, многим не нравлюсь. По разным причинам. Ради бога. Ну, для меня это настолько эта ситуация оказалась странной, что я сидел, и потом так получилось, что мы там заговорили про родителей, и я показал ей фотографию своей матери. Да, твою фотографию, мама, я показал ей, выбрал лучшую у меня фотографию, и вот, сейчас я ее вставлю, тут вот вставка, вот эту фотографию я ей показал. И потом, когда я пошел домой, в этот день я сидел в кафешке, я смотрел на эту фотографию мамы, вот именно на эту. И вспоминал потом разговор с той девушкой, как она выглядела, как она, ее интонацию голоса, ее мимику, жесты. И я просто понимаю, объективно, но это объективность. Я это так вижу, я так чувствую всем своим нутром, что эта девушка, 25-летняя, молодая, тоже в расцвете сил, она и в подметке не годится маме моей, которой сейчас сколько? 60 лет. Да, на этой фотке она моложе, ей на 7 лет моложе. Сейчас ей 60. Да, она и в 60 лет моя мама. Эта женщина молодая, 25 лет, она в подметке ей не годится. Вы понимаете? Она в подметке ей не годится. То есть я сравниваю, да, объективно, как общается мимика, тон, интонация, язык тела в совокупности, да, назовем это язык тела той молодой девушки
и язык тела возьмем моей матери, которая сейчас уже 60 лет, и она в свои 60 лет выглядит намного более женственной, приятнее в общении, просто вот по своей сути, вот какая она есть. Вы понимаете, это ситуация просто, я не знаю, вот мне интересно мнение других людей. И понимаете, и вот такие вот молодые девушки, про которые я сейчас рассказал, это вот большинство вот таких вот девушек я, если когда-то встречаю изредка, условно 2-3 в год, я пересекаю, где-то их вижу, они все плюс-минус выглядят и вызывают у меня похожую реакцию, как вот вызывала эта девушка на работе. Понимаете, да? То есть, и ну какой вывод из этого сделать? Просто я вывод для себя сделал. Я просто прекрасно понимаю, я знаю, что мне нужно делать для того, чтобы обрести наконец того человека, с которым мне будет комфортно. Я знаю, что для этого надо делать. Пока просто у меня это не в приоритете, и у меня есть чем другими делами заниматься. Но пока все равно у меня есть время свободное, и есть вот камера хорошая, я решил записать свои мысли и поделиться с вами, и сказать вот такая вот ситуация. То есть моя мать ожидает, что я буду общаться с молодыми девушками, знакомиться и пытаться с ними строить какие-то отношения, а реальность такова, что я пересекаюсь время от времени с какими-то девушками молодыми, условно 25 лет, и я с ними общаюсь, так вот знакомлюсь, смотрю на них и понимаю всем своим нутром, что эти девушки в подметке не годятся моей матери. У меня все. Проспектом несбыточных снов ты куда-то торопишься вновь, догоняя вперед уходящее лето. В лабиринтах ночных городов, между улиц и серых домов, ищешь счастье, надежно укрытое где-то, но нет ответа. По ночному небу, по ночным проспектам убегает счастье, убегает лето, позовет куда-то и опять обманет. Только тот, кто любит, ждать не перестанет. Помнишь, ты сказала, уходи, не надо, мы не будем вместе, мы не будем рядом. Почему же снова в этот теплый вечер только с ним, как прежде, ждешь случайной встречи ты? Снова вечер закроет глаза, и погаснет листвы бирюза. Только ветер в окно постучится небрежно, и болтая с тобой до утра, он расскажет, что ты не одна, и растает в душе, оставляя надежду. Но как и прежде, по ночному небу, по ночным проспектам убегает счастье, убегает лето, позовет куда-то и опять обманет. Только тот, кто любит, ждать не перестанет. Помнишь, ты сказала, уходи, не надо, мы не будем вместе, мы не будем рядом. Почему же снова в этот теплый вечер только с ним, как прежде, ждешь случая?
ночному небу, по ночным проспектам, убегает счастье, убегает лето, по ночному небу, лето убегает, только тот, кто любит, ждать не перестанет. По ночному небу, по ночному небу, по ночным проспектам убегает счастье, убегает лето, позовет куда-то и опять обманет. Только тот, кто любит, ждать не перестанет. Помнишь, ты сказала, уходи, не надо, мы не будем вместе, мы не будем рядом. Почему же снова